утро 10 июля. Поначалу казалось, стоянка будет неудобная, но нашли там перед лесом полочку под палатки. Спали относительно ровно. Напротив красивая скала. Даже олень с утра приходил прям к нам на стоянку. Так что записываем стоянку в хорошую. Только комарианно. Да и комаря-то терпимо. Пока по гнусу идем в режиме тура-бахта. То есть гнуса мало. Ну, вернее, не то чтобы мало, могло быть больше, короче. Ну, идем дальше. Следующая ночевка уже ниже устья Майро. Или Майра. Олег чалится, наверное, на фотосессию.
Тоже вода теплая. Мелко. Ладно, что попробую. Кто тут есть? Не знаю. Наверное. Она. Вон еще одна плывет. Олег, тут другие щуки. В лодку почти запрыгнула. Другие щуки и заинтересовались. Давай еще такой прыжок. Проходим остров, или полуостров, или косу. Вроде как остров. Абсолютно лысый, но с мелкой галькой. Была бы с собой щепочница, встали бы на нем. Вот для чего нужна щепочница. По большим рекам ходить, где за дровами далеко ходить. Вот поскольку нет у нас щепочницы, идем дальше. И такого ровного места, скорее всего, уже не будет. Облака куда-то все подевались. Тут вообще ни одного. Впереди еще что-то осталось. Вечереет. И мы встали вот на этих плитах. На первый взгляд выглядит неудобно. Но это самое ровное место, что мы нашли. Дальше уже идти не стали. Вот одна палатка разместилась. Вторая. И костер вон там. У нас с собой опять щука. Надо что-то придумать. Что с ней приготовить. Ну куда ее? Надо же ее готовить. Рассольник завтра приготовим. Это готовится наш любимый рецепт щуки. С картофелем, диким луком, сухим молоком и топленым маслом. Такая густая уха. Утро на стоянке под скалами.
Сегодня солнце нас не беспокоило. И ровно спали, и ни жары не было. Удачно берег выбрали. Евгеньевич там готовит рассольник, да? Я такой. Что там? Покажи. Кипит уже. О, рассольник. Забрались мы на скалы над стоянкой. Вон внизу наша стоянка. Это в ту сторону пойдем сегодня. Отчалили мы от скал. Вон там ночевали. И вот через поворот подходим к устью речки Беллях. Там вон изба просматривается. Устье быстрое. Если вода прохладная, может хорюзок здесь стоит. Мы все не теряем надежду его поймать. Давай. Это не щука. Ну, я пытаюсь хариуса поймать. Ну, можно еще подняться немного. Олег, ну если это окунь или щука, я не виноват. Щука, кто еще? Они тут мелкая, сильная, разматывают. Но она не сильно зацепилась. Сейчас отпустим. Я тебя боюсь. Давай. Олег. А, я вспомнил. Подожди. Мультитул у меня вроде... А, да, все нормально с собой. Что, есть смысл еще бросать? Опять щука. Два заброса, две щуки. Ну, не знаю. Походу я еще за что-то зацепился. Или что? Иди шугани ее. Вообще не движется. А на что-то намотала леску, видимо. Она как-то рядом стала. Все, пошла. По-моему, это Харри. Думаешь? Она же не сопротивляется.
Ну, вообще нормально сопротивлялась. Но если это та же, совсем дура. Хотя вряд ли. Но она, та сейчас стоит где-то, спряталась. Да, я уже отцепил, успокойся. Не калечься. Все, гуляй. Ну иди, что стоишь? Там какое-то дерево лежит. Да. Ну, третья попытка поймать кого-то, кроме щуки. Где дерево лежит? Вон там чуть хвост. А, ладно, так забросим. Да и угадали. Олег, это огромный хариус. Ты чё? В Беляхе вода прохладная, но все равно тут 3 заброса, 3 щуки. Всех отпустили. А подниматься за хариусом что-то олень стала. Трава, кусты. Неохота там шариться. Комарище. В траве там. На Сикосяне в траве было так себе, остальные все хорошие стоянки. Ну, никакого особого дискомфорта, что, нормально устроились. Ну, последние 2 с наклончиком, конечно, такое себе, но тоже терпимо. А вот эти щуки, может, на блесну так кидаются, потому что вся рыба в боковушке ушла, им тут жрать нечего. Друг друга ели, надоело, тут, о, блесна. Давай хватать ее. Коту разлился прилично. Речище теперь. Неприлично. Неприлично разлился кот. Как будто по другой реке идем. Это после Тукалана. Прошли остров, и тут прям разлив такой широченный. Ну, у тебя на севере не может быть равнинных рек. Но это не то, чего ожидаешь от Котуя. Ну, на карте же все нарисовано. Мы же смотрели. Сюда будет второй равнинный участок. Первый был после Сикосяна.
Теперь второй равнинный. И третий равнинный участок будет уже перед финишем. Встали мы на косе галечной ниже островов, которые после Тукулана. Относительно мелкую гальку нашли. Там палатки поставим. Готовить сегодня будем гречку с тушенкой настоящей. Мы настоящую тушенку заслужили сегодня. 45 километров прошли. Хотя планировалось 40. Место для стоянки не могли найти. Не получилось у нас здесь заночевать. Уже палатку Олег поставил, приготовили ужин. И нашли вот там вот в конце косы останки оленя и следы медведя. Мы решили не оспаривать с ним принадлежность этих останков. Собрали манатки и поплыли дальше. Ужин прям, вон, гречку прям на воде поедим. Сейчас он еще вылезет. Он туда и приходил, скорее всего, не раз. Ну, он, скорее всего, большая часть оленя припрятана где-то здесь. Чувствуешь сейчас запах? Это у меня Ну, после ковида, видимо. Ну, очевидный запах тухлятины. Я не чувствую. А мы еще вставали, я говорю: Олег, чувствуешь? Ну, он как бы такой легкий был. Вот сейчас капец несет. Ты прикалываешься, что ли? Ну не чувствую. Ничего себе. Что-то тухлятиной воняет. Ну, как бы не придали. Там птичка лежала дохлая, мы ее выкинули в реку. Видимо, от нее все расставили. А там туша оленя и следы медвежьи. Наше ночное плавание. Он бы пришел: мужики, это мое. А у вас что есть? Драй, робко. Утро после планового тактического отступления. Организованного, да. Со стоянки с медведем. Ветерок, тут мух вообще нету. Я даже в трусах хожу. Дымка усилилась. По реке пошли дрова. Это где-то на каком-то притоке паводок случился. Видимо, дожди сильные прошли. С такими попутчиками идем. Бревна, палки, ветки. Я надеюсь, их пронесет до того, как мы к порогам подойдем. А то по порогам с этой ерундой скакать что-то не очень. Ну как с таким бревном вместе порог проходить? Из-под воды выскочит внезапно. Евгеньевич, меня вот сейчас только осенило. Мы же идем на северо-восток в общем направлении. И ветер сейчас северо-восточный. Это значит, дым принесло оттуда, куда мы идем. Сейчас придем, а там кот весь сгорел. А
берегам такие столбы огня. Ну, что-то вот не хотелось бы. А что, такое инфернальное путешествие. Да? День от ночи вообще мало чем стал отличаться. Но день от ночи не отличается. Мы тут с Олегом шутили вчера или позавчера. Вот мы в пятницу 5 июля мы вышли с поселка Есей. В пятницу 5 июля днем. Днем, да. И с тех пор ночи не было. Это получается, мы уже неделю плывем в одной пятнице. Опять мы припозднились, не можем найти, где встать. В этой дымке Катуй вообще там перспектива растворяется. Евгеньевич там место под стоянку присматривает. Встали мы наконец-то. Километров 8, наверное, прошли лишних. Да ладно. 6. Вон же мы. Ну это мы вон из-за того поворота шли. Дымка больше не сизая, а какая-то белесая. Это, видимо, низкое солнце подкрашивает. Палатки стоят. Дров натаскали. На ужин у нас сегодня тушенка с овощами. А в качестве гарнира булгур. Утро 13 июля. Наша стоянка номер 8. Дымка рассеялась. Горизонт почти чистый. Вода мутная, подымается. Метку затопило. По нашим расчетам, мы пока по Коту сплавляемся, по порогах, вода должна была упасть метра на 2. Она наоборот поднялась. Где-то на притоках дожди сильные прошли. Вчера вообще бревна, палки, ветки, мусор всякий был. Ну, мутный Катуй стал. Еще мутнее, чем был. У Олега с его баллонами парусность больше. С попутным ветром приходится его догонять. Я просто еду, подтормаживаю. А со встречным ветром догонять приходится ему. Евгений, ты спишь? Олег, ты на Таймыре, не спи. Это север, Арктика, замерзнешь. Из дна моей палатки можно сделать парус. Поставить. Сейчас бы 20 километров в час летели. И как на яхтах свешивались бы, чтобы повернуть.
Хотим сделать попытку встать вот там плиты, но они все под уклоном. Может, найдем какую-нибудь ровную. Опять гуси. Он по скалам бегают. Строматолиты под ногами. Вот кругами разводы. Строматолит в разрезе. Был маленький, рос. Это вообще тот самый здоровый строматолит. И они же в плане. Сверху. Это Евгеньевич. Плод их эволюции. Так и удалось нам встать на этих плитах. Курортный день. Тепло. Ветер всех мух сдувает. Вообще ни одной мухи сегодня не видели. Сделали вот кухонный костер. От ветра прикрыли 2 камнями. Но надо еще добавить. Иначе дрова прогорают за секунду. Еще пару камней поставим, чтобы расход дров был поменьше. Хотя мы собрали вон целую гору дров. Но это все, половина в баню уйдет. Вот у нас баня топится. Намоемся, напаримся. Ну и потом хотелось бы искупаться после баньки, но тут вода вкотуя. Все ж хорошо шло. Пока мы первые дни были, она метра на 1,5 упала, наверное. Потом с тем же темпом начала подниматься и стала грязная. Уж не знаю, где такие ливни прошли, что все, река вспухла. Мы решили, что бане хватит топиться. Забираем в костер. Остальное что? А чем выпихивать-то? А вот это можно в речку отправить. Баня у нас уже стоит. Сейчас воду подогреем для поддавания. И пойдем в баню. Что-то как-то тесно получилось. Честно, да. Ну давай, бомби. Туда. Все что ли? Сейчас, подожди. Столько дров сожгли. О, а на эти. А мы тут все запотело. Да ветер просто. Ну давай еще. А, хорошо. Да есть, нормально. А главное, они здоровы, они будут вечно сейчас горячие, но не вечно, а так долго. Продолжительное время. Баню уже разобрали.
Помылись, попарились. Палатки уже все стоят. Настежь открытые. Комаров нет вообще. А, нет, у Евгеньевича там сеточка. Да, я только закрыл. Ну я от бани сушу. Все настежь открыто. Палатки на 2-м этаже стоят. По лесенке подниматься надо. Костер на 1-м. Всё, чай попьем и спать. Спать. Или щас. Второй ужин сделаю. Что-то есть. Не, ну если только, если кто-то только добрейший из людей сделает нам оладушки. Со сгухой, да? Не знаю. Надо подумать. Вот эти строматолиты слой за слоем тут росли, а потом бах, сверху какой-то песчаник. Что-то пошло не так. Мошка роится вот над водой, прям ее тьма. Очень много. Он прям по воде так стелется. И гул стоит в воздухе. Но пока не нападает. Видимо, и не до нас. Кошмар, сколько ее. Если все разом нападут, одни кости от нас останутся. Олег, центр с большими валами справа, да? Да, еще мошка это. Здесь у меня планировалось начало рыбалки. Но вода такая, вот весло втыкаешь, оно пропадает. Кого тут где ловить? Так что начало рыбалки пока отложим. Тут стоят 6 штук, мы насчитали. 6 штук щук. За блесной... А, что-то блесна не вращается. О, пошла. Опять это же.
Схватила. Оп, выплюнула. Ну вон та вообще здорово стоит, вон. Видишь, вот там в яме? Да, за камнем. С той стороны, да. Ну. Давай, перед мордой. Ну, тут голодная только одна. Да, она и реагирует все время. Да уйди ты. Как будто идем по какой-то южной реке. Солнце жарит. Облака добрые. А не эти злобные северные. Низкие, темные. По какой реке идем, Олег? По Чулыму. По Чулыму? На Чулыме скалы есть разве? Давай идем по Абакану. Впереди со здоровенными рогами. Это, наверное, главный. Вот как они тропы свои оленей делают. Спрятались в тень от горы. Солнце жарит вообще нещадно. Все пообгорали. Даже GoPro перегревается, не хочет снимать на жаре. Да, тенек горы заканчивается. Встали мы на косе галечно-песчаной. Так малость неудачно на солнечный берег. Но зато утром не будет солнца. А сейчас жара такая. Ждем, когда солнце скроется за скалу. Термометр показывает 33 в тени. Опять нас Арктика испепеляет. Жара вообще. Олег говорит, что у меня лицо как его лодка по цвету. Не знаю, правда или нет. Вот так вот с солнечной стороны. Вот там небо относительно чистое. А с той стороны из-за гор выглядывают вершины грозовых туч. Там и вон там. Я, в общем-то, не против дождя грозового. Только чтобы не сильно катастрофический был. А то опять где-нибудь там на притоках все затопит. Коту вспухнет, опять бревна поплывут. Он сейчас только начал падать, светлеть. Скала что-то против солнца так себе. Снимать нечего. Я таймлэпс поставил. Тени по скале ползут, и из-за скалы облако выползает. Поставил, а облако и сместилось, улетело. А что им от нас надо? Может, банда местная, надо за проход что-то заплатить.
Возле нашей обеденной остановки кругом лук цветет. Красивый, как на клумбах. Да, красота. Дошли до реки Качакон. Надо порыбачить. Ну давай вон до конца подпора доедем. Вот и Качакон. Ну, со спутника он выглядит побольше, видимо, тоже мало воды. А где стоят-то?
что-то есть. Да, спокойно. Олег, небольшая щучка. С твоей блесной, Олег. Щуку у Олега блесну оторвала, и мне же попалась. Я твою блесну выловил. Да. Короче, это олеговская. Но... Ну, сейчас посмотришь. Это, короче, твоя щука. А блесна моя. Я же ее добыл. На свою щуку. И на свою блесну. Да, порвал, или перекусила, или что? Узел-то на месте. А она у него через пасть была перекинута. Разлетела, да? Да. Перепилила зубами. 16 июля. 12-й день нашего похода. Вчера весь день ветер был, тучи, хмурое небо налетело. Потом опять ясно. Сегодня с утра ясно. Облачка налетели. Вот хорошо бы вот так погода устаканилась, идеально. Солнце иногда скрывается, небо красивое. Сегодня погода великолепная. Остановились сфотографировать, снять череду теней от облаков на скалах. И тут череда прервалась. Все светом залито. Ну, может, что получится. Олени сейчас проплывали. Какие странные животные. Я причалил, не причалил, как это, ветром прибило к берегу, снимаю их. Они вообще не шевелятся, как чучелки. Пришлось на берег выползти, чтобы они зашевелились. Олениха и олененок были. Вот, уважаемый, чай с можжевеловыми веточками. А ты уже пробовал его, да? Ранее. Спасибо, Евгеньевич. Пахнет, ну, смолу. Мало. Неплохо. Ну, с эвкалиптом лучше. Эвкалипт
На всякий случай, это багульник болотный. Говорят, ядовитый, но нам чай с ним нравится. Сегодня встали на высоком берегу с крупным булыжником. Ну, наверху полочку нашли с местами под палатку. Я еще палатку не ставил, олеговскую еле поставили. Ветер прям ураганный. Я решил свою пока не ставить. Подожду, может стихнет. Бонусом у этой стоянки источник чистой воды с этим мутным котуем. Источник чистой воды — это приятный бонус. Евгеньевич к озерцу ходил за водой. У нас там гороховый суп варится. Минуты через 3. Ветер вроде утихает. Палатки уже обе стоят. На все возможные тяги. Да я даже внутрь, Олег, тоже мы даже внутрь камни затащили, по углам расставили. Утро. Какого числа? 17-го. Утро 17 июля. Погода не может определиться, сколько у нас будет. Плюс 30, плюс 20 или плюс 10. Сегодня с утра нам предложили плюс 13. После жары казалось, что вообще плюс 5. Сейчас термометр сказал плюс 13. В сковороде сушеная говядина, сушеный лук репчатый. Ну и будет это все с гречкой. Сейчас доведем до полуготовности лук. Это будет наш второй завтрак. Вчерашним гороховым супом уже позавтракали, но нам надо еще подзаправиться. Температура-то упала. Надо в топку побольше закидывать. Гречка почти готова. У нас там нарисовался лук зеленый. Он у нас во все блюда идет. Ну, кроме чая и кофе. В небе по-прежнему никакого позитива.
Но позитив есть, дождь не идет. Ветер все не успокоится, но в облаках появились разрывы. Более часто, даже вот солнце светит. Но ветер так и не успокаивается. Отчаливаем под аккомпанемент встречного ветра. Ветер прекратился. Уж не знаю, это скалой нас прикрыло или все. Сегодня у нас 15 градусов. Температура нас устраивает. Лишь бы без ветра. Небо красивое. Можно так оставить. Олег, ну что там? Мрамор или не мрамор? Это получается лава из этих несчастных строматолитов спрессовала мрамор. Ну вот лава разрывала эти слои породы, когда пробивалась. Нервных птиц нету. У основания скалы здоровенная змеюка белая или рыбина смотрит на реку. Перед Шиверой на берегу артефакт увидели. Идем посмотреть. ДТ-75.
Ну-ка не мешай работягам работать. Волгоградский тракторный завод. Сталинградский еще. Год выпуска. Ну, на камере видно будет. Геологи на нем покоряли коту. Сидит. Вот это порывы. Ветер он такой внезапный.
Есть. Две покровки вот здесь будет, одна вот. Тайменей на пороге половили. К сожалению, один таймень покалечился, пришлось забрать. Очень глубоко заглотил. Все остальные они покалечились. Скалы стали высокие. Это похоже устье верх Нале. Да, подходим к устью верхней Нале. Сейчас посмотрим на предмет ночевки. От верхней Нале мало что осталось. Ну что, здесь стоим? Там, Геровна. Встаем на ночь. Напротив скалы красивые. Речка есть. Может, блесну пару раз забросить. Я вижу фотоаппарат. Куда? О, баклан. Это баклана след. Может, сегодня накормить его? Это все тот же самый? Нет, другой. У нас как бы один получился. Собирательный баклан.
Мне кажется, что надо масло не экономить. Что против? Странный звук, отличный. Плюется сейчас. Приготовили ужин и сразу же и завтрак. На завтрак приготовили. Палатки еще не ставили. Солнце сейчас за гору завалится. Уже холодает. Вечер сегодня красивый. Скалы постепенно гаснут. О, наш друг опять плывет.